Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Возвращаемся к теме ложных друзей-переводчика. Только сегодня посмотрим некоторые слова между русским и самыми крупными романскими языками. Если вам интересна эта тема, у меня есть видео про ложных друзей-переводчика между русским и славянскими языками, и между русским и английскими. Так что после этого видео можете посмотреть их тоже. Ссылки будут внизу. Активируйте субтитры, если они вам нужны, и как бы, между прочим, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А мы начнем с французского языка. Как вы думаете, насколько отличается русское слово «батон» от французского? Ну, сильно. То, что французы называют «палкой», в русском языке это означает разновидность хлеба. Это такой белый хлеб вытянутой формы. Он слегка напоминает багет, но багет это все-таки немножко другое. Однако переводчик мне подсказывает, что батон с русского на французский переводится как багет. Ни в коем случае не хочу покушаться на французский багет, а то мне еще потом въезд во Францию запретят. Поэтому мне здесь понадобится помощь моих французских зрителей. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас именно такой вид хлеба, который мы называем батоном. Или же самое близкое это действительно багет. Пароль. Да, тот самый, который нужно ввести, чтобы разблокировать устройство. Войти в какой-нибудь сервис, в личный кабинет и так далее. При входе есть обычно графа «Введите пароль» или просто пароль. Французский же пароль на русский язык переводится как «слово», а не пароль. Так что если вы хотите взять слово, чтобы сказать тост имениннику, не путайте его со словом «пароль», иначе все подумают, что вы зачем-то хотите раскрыть секретики. Бисквит. Здесь мы недалеко ушли, потому что и в русском, и во французском это разновидность выпечки. Но то, что во французском называется бисквитом, у нас называется печеньками. Бисквит – это вид кондитерского теста, из которого готовят разные тортики, выпечку. Кто-то его даже ест просто как сладость. Но чаще всего его выпекают для чего-то. То есть бисквит – это часть другого кондитерского изделия. Знаете, когда у тебя в голове много знаний, ты такой умный. Когда ты знаешь несколько языков, они невольно всплывают в голове, перемешиваясь с твоим родным языком и порой создавая новые слова. Так у меня произошло с испанским словом «фамилия». Или с итальянским. Или с французским, или с португальским. Они примерно одинаково звучат в этих языках. Мне где-то нужно было написать члены семьи, а я написала члены фамилии. И обнаружила это уже спустя много времени, когда случайно наткнулась на этот текст и поняла, что вообще-то здесь есть ошибка. Фамилия на русском – это имя семьи. Наследственное родовое имя. Оно имеет те же корни, что и семья, то есть фамилия, 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 и происходит от латыни, как и в некоторых других нероманских языках. Еще в Римской империи оно обозначало совокупность рабов, которые принадлежали одному хозяину. Затем к этому стали прибавляться члены семьи, а затем только члены семьи и остались. В русском языке вплоть до середины XIX века оно тоже имело значение семьи, но затем стало постепенно меняться и сейчас означает только наследственное семейное имя, которое прибавляется к личному имени. Дальше испанское слово «соль», которое в русском означает совсем не соль. Продукт, который мы добавляем в еду и без которого еда не мила. Испанская соль – это русское солнце. Поэтому носителям испанского языка говорить надо не как ярко светит соль, а как ярко светит солнце. Еще одно интересное слово, которое русскоговорящему человеку может показаться грубым, если вы его так назовете. Но на деле оно имеет совершенно другое значение. И это слово «дебиль». На русском оно, правда, звучит немного по-другому. Ударение падает на второй слог – «дебил». Но, тем не менее, так тоже можно сказать. Что-то слово такое смешное. Ударение падает на второй слог.
На русском оно, правда, звучит немного по-другому. Ударение... На русском оно, правда, звучит немного по-другому. Ударение падает на второй слог – дебил. Но, тем не менее, так тоже можно сказать про человека. Только испанское слово означает слабость, то есть так говорят про слабого человека, а в русском языке дебил – это не слабый, а тот, кто, мягко говоря, поступает глупо, который в медицинском смысле имеет умственную отсталость или задержку в развитии. А в разговорной речи так говорят про человека, который либо совершает необдуманные действия, либо он просто глупый, несообразительный. Синоним слова «дурак», «идиот». Поэтому не разбрасывайтесь словом «дебил», так как вы можете обидеть человека. Ты что, не можешь пройти 100 тысяч шагов и не устать? Что ты такой слабый? А не «что ты такой дебил?» Из итальянского у нас тоже есть много чего интересного, но я выбрала всего лишь парочку, троечку. Первое слово «черви», которое в итальянском дает название вот этим красивым, прекрасным животным. А в русском черви – это не очень приятные животные, которые обитают в земле. Но по звучанию в обоих языках эти слова идентичны, так что не путайте. Дальше итальянский водитель, который в русском звучит совершенно не как водитель. Итальянское слово «аутиста» очень похоже на русское слово «аутист», которое в разговорной речи можно сравнить со словом «дебил», и которое в медицинском смысле означает нарушение развития головного мозга. Поэтому, если кто-то вдруг перепутает значение этого слова и скажет на русском языке «я работаю аутистом», будет очень смешно. Ну и вас, конечно же, не поймут, потому что значения у этих слов совершенно разные, и даже по смыслу догадаться будет очень сложно. Банка в итальянском и в русском тоже означают разные слова. Итальянская банка – это наш банк. Похоже. Догадаться, если что, можно. А вот наша банка – это емкость с широким отверстием сверху, в котором можно хранить как продукты, так и любые другие изделия. Теперь переходим к португальскому. Португальская помада. Она сильно отличается от русской помады, потому что в португальском она имеет значение крема или мази, которая смягчает, защищает или в каких-то случаях лечит кожу. А в русском помада – это то, чем красят губы. Губная помада. Это слово тоже берет корни в Древнем Риме. А в русский язык оно пришло из французского или немецкого. И поначалу тоже означало лекарственное средство, то есть мазь. Но со временем так стали называть помаду для губ. А что насчет феи? В португальском тоже есть созвучное слово. Но если в русском языке фея – это волшебная сказочная девочка, то в португальском так говорят про какое-то уродство, что-то некрасивое и неприятное. В прямом смысле фея в русском языке – это мифологическое существо, которое встречается в сказках. А в переносном смысле и в разговорной речи так можно назвать очаровательную милую женщину и сделать ей таким образом комплимент. То есть у нас это слово связано с чем-то прекрасным, с красотой, в то время как в португальском значение абсолютно противоположное. Поэтому, если вы поедете в португалоговорящую страну и захотите сделать кому-то комплимент на русском, но почему нет, то не называйте женщин феями, иначе попадете в неприятную ситуацию. Еще одно слово – кафе, которое на самом деле во всех этих языках звучит почти одинаково и означает кофе. Но в русском языке кафе – это не кофе. Это заведение, где можно покушать. Небольшой ресторан. Да, у нас есть разница между кафе и рестораном. Насколько я знаю, в большинстве стран, где говорят на каком-то из романских языков, такого разделения нет. Если ошибаюсь, поправьте меня. Основное отличие между кафе и рестораном заключается в уровне сервиса и ценообразовании. Как правило, ресторан – это более дорогое заведение, в которое приходят не только вкусно поесть, но и получить высокий уровень обслуживания. В то время как кафе – это что-то более простое,
с менее изысканной кухней и меньшим разнообразием блюд. Если там подают только кофе или какие-то другие напитки и сладости, то это может называться кофейней. И последний крупный язык, который принадлежит к романской группе, это румынский. Я румынский не знаю, но мне было бы очень интересно за него как-нибудь взяться. Потому что, с одной стороны, он относится к романской группе и во многом схож с родственными языками, а с другой стороны, имеет много общего со славянской группой. То есть это что-то такое в центре, между романской и славянской группой. Итак, несколько слов из румынского. Бабушка. И нет, речь идет не про бабушку в русском языке, а про рыбу определенного сорта – плотва. Так что если вы говорите на румынском и вдруг захотели рыбы, убедитесь в том, что на русском вы скажете именно «я хочу рыбу». В противном случае это не совсем прилично прозвучит. Дружба – это отношения между друзьями. Однако дружба с румынского на русский переводится как бензопила. И никакая не дружба. Тоже совершенно не похожие друг на друга значения, о которых будет сложно догадаться даже по контексту. И еще одно слово – помет. В румынском языке оно имеет ударение на первый слог – помет и означает фруктовый сад. В русском же языке помет – это испражнение животного, которые часто используют для удобрения почвы. И на этом у меня сегодня все. Список можно продолжать бесконечно, особенно когда речь идет о нескольких языках сразу. Поэтому, если у вас есть что-то интересное, пишите об этом в комментариях. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписываться на канал. Спасибо, что смотрели, и до скорого! Пока-пока! Me wind and rain, you're some kind of